Всем добрый день. Итак, друзья мои, я уже говорила, но еще раз повторюсь. Встреча с ведьмой, она необычная для каждого человека. Для кого-то встреча с ведьмой – это возможность обрести мудрость, много знания. Для кого-то возможность с помощью магии изменить свою жизнь. Для кого-то изменить свои взгляды на этот мир. Встреча с ведьмой отражается по-разному на судьбе человека. Либо человек как бы поднимает на поверхность, наружу своей жизни свои самые лучшие стороны, потому что сила, которая вокруг ведьмы, она этому способствует. Даже после разговора с ней человек чувствует либо легкость, либо уверенность, либо тяжесть по-разному, смотря какая у нее в данный момент энергия в общении с вами. Либо выходят самые отвратительные страсти человека, самые низменные. В любом случае, любая встреча с ведьмой – это испытание на честность. Какая ваша сторона будет преобладающей? Какая из ваших сторон возьмет верх? Порочная сторона, порочная часть вашего естества, которое прячется в подсознании, или наоборот. Поэтому, судя по тому, у кого что было преобладающее после встречи с ведьмой, вы можете с уверенностью сказать о том, человек достойный или человек гнилой. Ведьма – это на самом деле источник мудрости. Это женщины, которые очень многое сами проходят в жизни и понимают любого человека, и способны любого понять и помочь. Но в то же самое время это люди жесткие, это люди строгие. Они не любят лишних слов, лишних разговоров, они предпочитают дело. Я дарила вам очень много ритуалов и на деньги, и на достаток в доме, и шепотки матери, бабушки, шепотки для детей, для здоровья, очень много заговоров, и для возврата ваших мужиков, которые терпеть не могу, но все равно вам подарила, чтобы вы не платили всяким магуйкам миллионы, а попробовали сами сделать, раз уж так хотите. Я подарила вам ритуалы, связанные с земледельческим хозяйством, как повысить урожайность. У меня были ритуалы безмолвная магия, ритуалы, связанные с цветом, то есть ткани, как лечить себя с помощью тканей разных цветов, как призывать удачу, благополучие с помощью ткани. Есть серия заговоров, называется «Природа вам в помощь». Очень много заклинаний армянских ведьм, заговоры грузинских ведьм, заговоры для здоровья, армянское исцеление есть. Некоторые путают это, говорят, что там есть элементы христианства. На самом деле это элементы очень-очень древнего язычества. Просто оно так укоренилось в нашем народе, что трансформировалось в христианство, поэтому многие считают, что это слова оттуда. Ошибаетесь, господа. Ритуал исцеления вуду, ритуалы от кожных заболеваний, исцеление водой. Я даже не знаю, сколько тысяч работ я вам предоставила. Вы знаете, я наизусть помню больше, по крайней мере, сколько я насчитывала, больше почти 300 где-то заговоров. Это совершенно другие заговоры.
не мои имена, а более древние заговоры. Это все отложилось, сохранилось. Я такая ходячая энциклопедия магии. Вот сегодня я хочу вам подарить еще. Я к чему перечислила это все, что вы можете это все найти в интернете и пользоваться тем остальным тоже. И они в печатном варианте мы выставляем. Их настолько много, что многие считают, что если растаскать несколько работ, если своровать несколько работ, то ничего им за это не будет, мы нигде это не увидим. Очень ошибаются, потому что меня слишком много людей уже знают, и мой почерк, и мои работы, и очень быстро распознают и дают нам знать. Как говорила Баба Яга, да, из мультика Кузя, от меня не уйдешь. Итак, вы знаете, для того, чтобы в этой жизни достичь чего-то, разбогатеть, где-то в достатке жить, не всегда это зависит от того, сколько денег приходит в ваш дом. Иногда и зачастую зависит от того, как вы эти деньги тратите. Я человек очень расточительный. Если бы я не была столь расточительным человеком, направо, налево, всем подряд не помогала в этой жизни, да и вообще, и вы знаете, иногда бывает вещь, вот хочу купить и все. Даже если я носить не буду, неважно, я хочу это купить. Я хочу, чтобы эта вещь у меня была. И вообще эти рекламные всякие заманухи, вот эти все эти огни, все эти цвета, они созданы специально для того, чтобы человека сбить с толку, чтобы человек купил, потом думал, нужно это было ему или нет. Но иногда нужно, чтобы некоторая сила, которую вы призываете, кстати, да, серия ритуалов еще на распродажу очень помогает собрать детей и в школу, и купить все, что вам нужно. То есть на все хватает денег. Вы все время натыкаетесь на распродажи, грубо говоря. Этот ролик тоже я забыла. Там тоже очень много шепотков и призывов именно для распродажи. Итак, вот. Смотрите, для хозяйства. Как бы сделать так, чтобы силы, которых мы призываем, помогали нам экономить деньги, собирать, правильно тратить, чтобы оно накапливалось, и мы могли достичь своей мечты. Итак, я хочу вам подарить один интересный такой шепоток. Заговор, шепотки, ритуалы, это в таком контексте будет смешано. Я когда ее читаю, я ничего не могу купить. Я вот выхожу с мыслью что-нибудь такое приобрести, что-нибудь красивое, интересное. Вот хочется. Когда я читаю этот заговор, мне ничего не нравится. Вот я зачем поехала? Хоть убей, я 20 раз пройду мимо, но не решусь. Мне неинтересно. Хотя до этого я бы купила 100 раз. Но вот сейчас мне не хочется, я не беру. Закрывает полностью ваше желание что-либо приобрести или купить. Заговор. Жаднее. Призыв жаднее. Перед выходом из дома, или вы заходите не поздно, даже если вы заходите в супермаркет, прочитайте для себя этот заговор. Жаднее проснись. Не дай мне лишнего потратить. Да будет так. Скажите для себя несколько раз. И если вы хоть копейку потратите, вы очень сильно удивитесь. Вам ничего не нравится. Весь мир становится в мрачных тонах. То, что вам нравилось, то, что в вашем вкусе, абсолютно для вас фу. И вы приходите скажем так, со злым настроением, но зато с полными карманами денег. Нужно вам это? Вы
Чувствуете, что вы не можете удержаться, вам обязательно каждый раз что-то нужно купить или подсовывать что-нибудь. Коммерция, она такая. Купи это, красавица, бери то. И в итоге ты понимаешь, что эту красавицу как дуру просто обвели вокруг пальца. Не хотите, говорите следующие слова, еще раз повторяюсь. Жаднее проснись, не дай мне лишнего потратить. Да будет так. Кухоннику. Я уже отдельно давала вам ритуал кухоннику. Этот ритуал кухоннику, дорогие друзья, очень помогает, чтобы на кухне не было никаких происшествий, не было никаких там замыканий, пожаров. Далее, не было каких-то увечий, ран, в общем, несчастных случаев на кухне. Ничего не разбивается, чайники там, эти все тарелки, они служат долго, то есть надолго их хватает, да, там не случается никаких таких непредвиденных моментов. Кроме всего прочего, ваши продукты хранятся в свежести. И вот эта вот экономия хозяйства, она очень сильно вам поможет. Вы чувствуете, что вы насыщаетесь, вы чувствуете, что на кухне как-то благодатное такое состояние, да, и прочее, прочее. Обращение к кухоннику. Благовоние зажгите на кухне и прочитайте 7 раз. Кухонник мой кухонник, храни хозяйство, мои амбары, мои припасы еды и питья, без плесени, в свежести, в чистоте. Заклинаю, хозяйничай в своем хозяйстве. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Временами проведите кухоннику этот ритуал, и вы заметите разницу. Далее. Если вы боитесь сокращений, если вы боитесь кризиса, если вы боитесь всяких потрясений, которые в нашем мире и в нашей стране происходят, сделайте следующий ритуал. Встаньте посреди комнаты, посреди дома или возле входа, где вам удобно. В левой руке насыпьте сахар или возьмите кубик сахарный. На правой руке кусок черного хлеба. Говорите 7 раз и желательно 7 дней подряд. Вот когда солнце садится в сумерки. Можете в своей комнате дверь закрыть, это сделать, чтобы вам не мешали. Даже если миру не сладко, в моей жизни все в порядке. Мне сладко жить, да не тужить. Положите сахар в рот. Съешьте. Дальше. Кто бы ни голодал, а мне всегда быть сытой, одетой да обутой. Истинно так. Съешьте хлеб. 7 дней подряд, 7 раз говорите это и делайте с сахаром и с хлебом. Через некоторое время заметите, что никакие катастрофы и катаклизмы вас не касаются. Вы от этого отдельно существуете и, скажем так, вас это не волнует, потому что на ваш бюджет и на вашу жизнь это никак плохо не повлияло. Возьмите кошелек, откройте, начните трясти посреди комнаты и говорите: приди деньгам малое да великое, да за собой свою родню приведи. Вот вам дом да хата, живите в нем, сытно да богато, да будет так. Аминь. Это можно читать 6 раз, 13 раз, потому что число денег обычно вот такое. Вот этот красный мешок я рекомендовала всем, если помните, когда давала денежные заговоры, их много у меня, я сказала, в мешочек положите монеты и просто поставьте в холодильник. То есть положите в холодильник, извиняюсь. У вас всегда будет связь с деньгами. Почему, зачем, не спрашивайте, просто делайте. В древние времена опускали в погреб, там, где холодно, там, где хранились продукты. Там ставили вот этот мешок
с деньгами где-то прятали, ложили где-то, в общем, хранили там. И у них была постоянная связь с деньгами. Я вот эти древние секреты, тайны вам говорю. Сделайте это, потому что это все проверено временем, годами и мной в том числе. И не только мной. Такой мешок у меня бабушка держала. Вообще у меня бабушек было много. Мамина бабушка, папина бабушка, это прабабушки мои. Потом мамина мать, папина мать, ее сестра, еще кто-то. Много. У меня в детстве, вообще детство было богатое на бабушек. И каждый из них что-нибудь мне говорил, учил. Не специально, просто вот так получалось, что вот смотри, вот это так надо делать и так далее. Я это все запоминала. Потом с годами я понимала, что это не просто там, знаете, так, деревенские советы. Это советы очень проверенные веками, мудрость на самом деле. Поэтому слушайте моих бабушек и делайте, как они меня учили. Красный, именно красный мешок, я думаю, что купить не составит никакого особого труда. Везде этих мешочки продаются. Желательно, чтобы она была не просвечивала. То есть вот ткань плотная. Киньте туда монет, горстку монет. Ходите по дому. В каждой комнате вот так вот трясите мешком, чтобы оно звенело. И читайте в каждой комнате. Вот сколько у вас комнат, ну, кроме туалета, даже в ванной читайте. Звените в прихожей, то есть везде. Во всем доме прочитайте и положите в холодильник. Время от времени повторяйте. Это несложно, можно раз в неделю это делать. У вас постоянно в доме будет достаток, и еды будет полно, и покупок будет много, и обновок будет много. Через некоторое время вы просто заметите, что у вас столько накопилось. Люди, которые следуют моим советам, просто следуют и делают, они потом говорят, что у них потом сундуков не хватает, сколько у них украшений появляется. Это не из ниоткуда, дорогие друзья, но это точно так же заработано нами, это точно так же подарено. С воздуха она не падает. Но если раньше у вас не было такой возможности, сейчас откуда-то премия, сейчас где-то подарок, сейчас где-то скидки, сейчас где-то уступили в цене, и у вас это уже накапливается, понимаете? В отличие от того времени, когда вы работали, а результата вроде и нету, да, все сквозь пальцы. Так вот, берите мешок красный, горстку монет туда, но столько, чтобы звенело, то есть место оставьте, чтобы они касались друг друга. И вот так звеня ходите по всему дому и читайте в каждой комнате по одному разу. Временами повторять. Чем чаще, тем лучше. Можете каждые 3 дня, каждую неделю, раз в месяц, как вам угодно. Вот так вот, значит, звените и говорите. В этом доме только звон монет да будет слышен. Где бы я ни была, деньги меня отыщут. Деньги подарят мне еду, одежду и достаток. На этом и решим. Да будет так. А результат не заставит себя ждать. Следующий совет вам и заговор. Всегда старайтесь, чтобы новые вещи были над старыми. Тогда у вас и жизнь будет постоянная, скажем так, интересная, обновленная. И обновок будет много, и нового будет много. То есть будет движение в вашей жизни, потому что захламленность иногда приводит к остановке такой, знаете, всего. Иногда люди просто переставляют вещи, уже меняется, уже энергия дома приходит в движение, а все энергия, понимаете, стремления, мечты, все это энергия, она должна двигаться. Перевешивайте и говорите, читайте 7 раз. Новое над старым, ходить в обновках, новое носить, дорогое купить, лучшее в подарок получить. Истинно так. Далее. На потраченные деньги я вам уже дарила, еще один дарю заговор. Вот перед тем, как потратить, или потратили, вслед скажите. Иди и втрое больше обратно ко мне приди. Да будет так. И очень за короткое время вы получите
как бы вам сказать, через некоторое время это у вас автоматически настолько станет этот процесс, что даже без этого заговора оно будет работать. Если вы хотите что-то купить, у вас не получается. Вот вам нужен секретарь, наверное, который будет вести ваши расходы, записывать. Да? Но можно призвать такого духовного секретаря, который будет вам помогать в этом деле. Значит, перед тем, как пока не забыла, все время спрашивают, а вот откуп, луна, дорогие люди, если луна будет иметь значение, я вам скажу. Никто не будет целый месяц ждать, чтобы луна стала полной, чтобы на деньги что-то делать. Это в особых случаях. Если нужен будет откуп, я вам скажу. Если не говорю, значит, откупом является некая часть вашей энергии. Вы деньги получаете? Да. Деньги – энергия. Деньги тратите? Да. Это энергия. Вам еще приходит? Да. Вот это вот круговорот энергии есть питание сил и духов. Поэтому, чтобы они все время питались, они будут в вашей жизни постоянно создавать этот круговорот энергии. Вот это и есть их откуп. Взаимовыгодное ваше сотрудничество, скажем так. Старик-скупердяй отлично работает. Просто жаднею надо постоянно призывать. Его надо призывать раз в неделю. Вы хотите купить машину или дом, вот что-то хотите, не накапливается ни в какую. Постоянные расходы, чтобы эти расходы прекратились, чтобы остановились эти расходы, чтобы не пришлось вам тратить, кое-кто будет контролировать ваши деньги, считать и откладывать. Неважно где, на карте или в сейфе или еще где-нибудь. Но через короткое время вы купите то, что хотите. Итак, читать нужно 6 раз. Читайте просто сидя, значит, перед столом или перед алтарем. Возьмите какой-нибудь сундук, положите туда какую-то сумму, ну, скажем, 5000 рублей. Через некоторое время еще деньги туда будут приходить, вы опять будете откладывать. Если это нужно копить на карту банковскую, значит, положите перед собой банковскую карту и читайте на банковскую карту. И там откладывайте именно на эту мечту деньги. Ну, или оттуда будете снимать все время, собирать, или как вы решите. Но нужен источник, куда он должен эти деньги откладывать и считать. Либо вы в одном месте где-то копите, либо вы в карте банковской копите. Неважно. Вот над этим и читайте. Начнем. Старик-скупердяй, деньги мои для меня собирай. Помоги мне денег накопить, чтобы назвать что? Например, там, дом купить. С твоей помощью денег накоплю и вскоре желаемое опять назвать. На радость куплю. Копи мои деньги, тратить мне их не давай. Считай мои деньги, в кучу собирай. Я желаю, вот эту вещь опять, денег накоплю и вскоре куплю. Да будет так, заклинаю. И за очень короткое время, смотря что вы захотели, вы купите. Пользуйтесь на здоровье, еще запас, арсенал знаний и возможностей для вас.